Это канал творчества для всей семьи. Украшения из кожи. Вы узнаете, как обработать срезанный край. Покажу 2 оригинальных колье. Сегодня делюсь с вами советами и лайфхаками, которые получила от знакомого кожевника, у которого я беру обрезки кожи. Вот тут у меня довольно толстая кожа, и я покажу несколько идей, как обработать срезанный край. Приклеиваю на столярный клей. Подойдет клей Момент Кристалл, резиновый клей. Обстукиваю края молотком, чтобы как следует их прижать. Зашкуриваю тонкой наждачкой. Если кожа не такая толстая, как у меня, то этот этап можно пропустить. Край обжигаю зажигалкой. Это можно сделать над пламенем свечи. Окрашиваю перманентным маркером черного цвета. Окрасить край можно и таким способом. Краска крем для обуви. Теперь берем воск или свечу, как у меня, и хорошенько втираем в срез. Воск заполняет все неровности кожи и сглаживает края. Отполировать край можно мягкой тканью. Осталось собрать украшение. Дырочку пробиваю пробойником, диаметр 1 см. Отрезаю полоску шириной в 1 см. Устанавливаю концевики и замок. Такое крупное и довольно лаконичное украшение понравится далеко не всем. Я увидела его в дизайнерском салоне и решила повторить. Это колье подходит для определенного стиля одежды, который мне нравится, стиль бохо. И в конце вы увидите демонстрацию. Для этого колье понадобится толстая и тонкая кожа. И это уже моя идея, и дизайн тоже мой. Эти пробойники я купила на Алиэкспресс, диаметр 5, 7 и 10 миллиметров. Наносим клей на дырявую заготовку. Особое внимание уделяем краям. Из тонкой красной кожи для гарантии вырезала кружок чуть побольше. Смачиваю водой, которая поможет коже растянуться.
можно обойтись и без линейки. Заливаю горячим клеем и обжимаю на пластиковой карточке. Чтобы клей не прилипал к пластику, оберните карточку бумагой для выпечки. На край приклеиваю замшевый шнурок. Устанавливаю концевики и замок. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.